Привет, YouTube! Наконец-то у нас с вами ваше долгожданное видео, посвященное тестированию веб-сервисов с точки зрения практической. То есть сегодня на занятии мы с вами узнаем о таких инструментах, как SOAP UI, который помогает нам тестировать SOAP. Также узнаем, что такое Postman. Научимся с вами отправлять какие-то простые запросы. Также я покажу вам различные тестовые площадки, на которых вы сможете потренироваться. И в целом покажу, как необходимо писать тест-кейсы, как их необходимо создавать, позитивные, негативные, смоук-тесты, тесты критического пути, extended тесты. То есть все это я вам расскажу, чтобы у вас в дальнейшем не возникало вопросов. Так как тема тестирования API достаточно обширная и сложная, но мы с вами постараемся обсудить это, и в дальнейшем это поможет вам успешно пройти собеседование. Сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать обо всех фичах, которые есть в этом программном обеспечении, таком как SOAP UI и Postman, так как это тема для отдельного большого курса. Но тех данных и знаний, которые я вам дам, будет достаточно, чтобы в дальнейшем уже самостоятельно изучить эти инструменты и дать вам некий базис для того, чтобы у вас не возникало каких-то глупых вопросов, когда вы придете на проект, где столкнетесь с тестированием API. Итак, начинаем. Сначала я хотел бы пару слов сказать о том, чем я буду руководствоваться при данном уроке. Есть такой замечательный тестировщик, либо же тестировщица Ольга Киселева по девичьи, либо же Ольга Надина в замужестве. Она замечательный преподаватель, у нее есть свой курс по тестированию API. Это не на правах рекламы, просто чтобы вы знали. И у нее есть замечательный блог, в котором она собирает очень полезные вещи и статьи именно для начинающих тестировщиков, а также для продолжающих. И вот именно такими ресурсами, которые она размещает у себя, мы и будем пользоваться. То есть не будем придумывать какой-то велосипед. Для учебных целей была разработана система Users, которую мы с вами сейчас немножко пощупаем и узнаем, что это такое. Я обязательно оставлю вам ссылки на все статьи и на все ресурсы, которые мы будем сегодня просматривать. Но начнем с того, что вот есть такая система Users Backrate. Она нам, в принципе, сегодня на занятии понадобится. И здесь также, если вы перейдете по вот этой ссылке, будет VSDL-ка. Если мы с вами вспомним прошлое занятие, то это схема наша, где прописаны различные методы для SOAP-запросов. И также есть информация о REST, когда мы с вами будем тестировать REST с помощью JSON. Но сразу забегу вперед, нам не понадобится эта информация. Мы с вами будем пользоваться уже написанной документацией, где прописаны примеры запросов и ответов, потому что в таком виде не совсем удобно понимать вообще, что от нас хотят. И по-хорошему на всех проектах у вас должны быть с REST примеры запросов, то есть вы обращаетесь к разработчику, он выдает вам некий пример запроса и, возможно, ответы на этот запрос, и вы уже с помощью этих входных данных тестируете. Если такого нет, то, конечно, жизнь ваша усложняется, но в любом случае вы должны начинать свою работу с коммуникации с разработчиком, если документации на проекте нет. Если документация есть, то обращаемся напрямую к ней. Поэтому закрываем эту вкладку, она нам сегодня не понадобится. Также здесь есть ссылки на другие ресурсы, посвященные данной теме. Мы их сегодня затрагивать не будем. И это, пожалуй, все, что касается данной статьи. И вот вторая статья, которая нам понадобится. Здесь есть ссылка на тестовую джиру, которая также Ольга со своей командой завела для учебных целей, но поделилась, в принципе, со всем интернетом, и мы тоже можем этим пользоваться. Здесь нас будет в первую очередь интересовать Confluence. Что же такое Confluence, если вы не слышали? Это такая вики-система, где собираются все данные о проекте, документация. То есть обычно на проектах всегда есть такие вики-подобные системы. Если мы говорим про Jira, то это Confluence. Если мы говорим про
Azure DevOps — это просто вики, то есть там с помощью языка разметки, по аналогии, как это написано на Википедии, собирают информацию о проекте, требования, спеки, входные данные, какие-то креды, все хранится там. То есть мы всегда можем обратиться к вики-системе и узнать, на каком свете находится проект. И обычно внутри различных требований, которые уже есть в наших бэктрекинговых системах, либо же просто в системах управления проектами, в старях дают ссылки на вики, где хранится эта информация. То есть, чтобы вы не пугались, возможно, у вас на проектах будут такие системы, в которых вы всегда можете заглянуть и узнать информацию о вашем проекте. Перейдя по этой ссылке, мы с вами попадаем в Confluence, где уже содержится документация по нашей системе Users. То есть здесь есть информация про SOAP и REST, про методы, которыми пользуется эта система. Опять же, информация на WSDL и REST, файлики с образцами наших запросов. И непосредственно сами методы. Мы с вами сегодня будем использовать такой метод, как doRegister, который позволяет нам зарегистрироваться в систему. К этому вернемся с вами чуть позже. Давайте для начала установим с вами SOAP UI и непосредственно Postman. Опять же, ссылки на установку этих ресурсов я оставлю в описании. Просто перейдете по этой ссылке. Для SOAP UI есть бесплатная версия, которую вы можете скачать. Это SOAP UI Open Source, то есть здесь хранится код этого продукта в исходном виде. При нажатии на эту ссылку скачается инсталлятор, вы его запускаете, ничего сложного нету, просто нажимаете Next, 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 Next. Он устанавливается, это программное обеспечение, и вы можете пользоваться им. У меня уже предварительно он установлен, чтобы не тратить наше с вами время. Сейчас он подгрузится, и я расскажу вам немножко об этой системе. Для того, чтобы нам с вами начать работу, нам необходимо создать свой проект. Для этого мы нажимаем на файл, New Subproject, пишем имя нашего проекта, и сюда необходимо вставить WSDL-ку. Либо же она у вас будет скачана заранее, либо же просто URL этой WSDL-ки. То есть вот у нас этот URL есть, мы его копируем и вставляем. Больше ничего здесь не нужно вводить. Нажимаем ОК. И у нас подгружаются все методы, которые доступны для нашей системы. Как я уже сказал, мы с вами будем работать с методом doRegister, поэтому мы его открываем, нажимаем на request 1. И здесь, как мы видим, уже содержатся параметры, которые нам необходимо будет заполнить. Как я уже говорил, у нас есть документация. Возвращаемся в наш Confluence. Давайте его переместим немножко сюда. И здесь прописано, что у нас есть такие параметры email name и password, тип строка. Они 3 обязательные и описание этих параметров. То есть это email пользователя, имя пользователя и пароль. Чем хороша WSDL-ка? В том, что у нас здесь уже все прописано. На знаке вопросов мы должны написать наши значения валидные. Как видите, у нас здесь 3 вот этих параметра, они обязательны, поэтому мы в позитивном нашем тесте вводим все эти данные сюда и запускаем наш запрос. Все хорошо прошло. И, как вы видите, у нас ввелись наши данные, которые мы внесли сюда. И также здесь содержатся параметры дополнительные, которые не были указаны в нашем методе doRegister, но они используются для других целей, для других методов, но по спецификации сейчас они нам не нужны. Поэтому не пугайтесь, если вы видите такую колбасу, когда будете запускать свой запрос. Как видите, ничего сложного нет. Чем хорош SAP и WSDL, что всегда на проекте есть такая схема, в которую вы просто вводите свои параметры, зная, обязательны они или нет, и различными комбинациями добиваетесь того, что проводите позитивные, негативные тесты. То есть, например, здесь мы можем убрать какой-то из этих обязательных параметров и попробовать отправить такой запрос. Как видите, у нас здесь выскакивает ошибка, некорректный email.
Также мы можем ввести, к примеру, какое-то недопустимое значение сюда. Опять же, некорректный email. Можем оставить вообще все поля пустыми с нашими обязательными данными. Можем продублировать несколько параметров и посмотреть, что будет в таком случае. То есть мы здесь уже включаем процесс моделирования наших тест-кейсов, так называемые техники тест-дизайна. И, в принципе, как мы с вами работаем с обычными приложениями, так мы и работаем с API. Все зависит только от вашей фантазии и от тех методов тест-дизайна, которые вы используете. Когда вы приходите на проект, где используется SOAP, то, в принципе, никаких сложностей не будет. То есть вам выдадут VSDL, вы зайдете в SOAP UI, создадите свои проекты и начнете тестировать. Советую вам скачать заранее SOAP UI и пройтись по нему, поискать какие-то примеры других VSDL, прощелкать все методы, которые есть в TestBase Confluence. То есть тут тоже все так же подробно расписано, для того, чтобы у вас просто пропал страх перед инструментом. Так как поначалу может показаться, что данное приложение очень сложное, здесь много чего есть, но на самом деле для вашей работы начинающего тестировщика, скорее всего, понадобится только создание проекта, загрузка VSDL и работа с самими параметрами и с различными их комбинациями. Это то, что касается инструмента SOAP UI. Повторюсь, что я не буду на данном уроке рассказывать подробно про каждую функциональность данного приложения, а только проведу короткий экскурс по нему. По SOAP UI, думаю, все понятно, не нужно каких-то дополнительных уточнений. Если у вас появились какие-то вопросы по установке данного программного обеспечения, то обязательно оставляйте их в комментариях. Я отвечаю всем. Думаю, что мои подписчики это могут подтвердить на 100%. То есть у нас идет хорошая коммуникация, поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Да, кстати, совсем забыл сказать. То есть сейчас мы с вами сделали все под капотом, но необходимо проверить также, появился ли у нас этот юзер в нашей системе. Как мы видим, у нас этот юзер появился, то есть отображается email, который мы ввели, FIO. Также здесь предусмотрен тот факт, что автор SOAP либо REST отправляет данную информацию, то есть сразу можно здесь видеть даты изменения. И также мы с вами можем попытаться зайти в систему с помощью нашего пароля 123. Для этого мы вводим наш пароль и e-mail, нажимаем «Авторизоваться», и мы успешно входим в систему. То есть никаких проблем у нас нету. То есть обязательно проверяем, как под капотом работает наш веб-сервис, отправляет запросы, так и на UI, как это отображается, действительно ли все работает корректно. И следующий аспект, который нам необходимо рассмотреть, это REST-запросы и инструмент Postman. Опять же, вбиваем в Google Postman, находим официальный сайт, он будет самый первый. Опять же, ссылку я для вашего удобства оставлю также в описании. И скачиваем это приложение. То есть просто download the app. Скачивается, опять же, на компьютер, никаких проблем нет. Сначала инсталлятор, потом опять next, без каких-либо изменений. И он устанавливается. Также Postman доступен в веб-версии. То есть здесь вы можете, к примеру, зайти через свой аккаунт Google. И то же самое, что вам будет доступно в вашей десктопной версии, будет доступно и в вебе. Но все-таки там есть свои ограничения, поэтому я советую вам скачать Postman непосредственно на компьютер. Я уже скачал также этот инструмент. Давайте его откроем. И мы видим наш UI нашего приложения. Чем хорош Postman? Тем, что в нем может одновременно работать целая команда тестировщиков, разработчики, то есть могут делиться своими какими-то тест-кейсами. Также здесь можно проводить автоматизацию, писать какие-то скрипты на языке JavaScript, делиться, опять же, этой информацией с вашей команде.
создавать различные коллекции ваших запросов, работать в разных workspace, создавать различные параметры. То есть инструмент очень интересный, многоплановый, не самый сложный, скажу вам сразу, чтобы у вас не возникало, опять же, страха перед данным инструментом. На первых порах вам будет достаточно просто использовать его в целях тестирования для выбора метода, для ввода вашего запроса, параметров и отправки непосредственно этого запроса на сервер, получения ответа и изучения этого ответа уже с точки зрения тестирования, все ли прошло успешно или нет. Вернемся с вами к нашему Confluence. В самом низу метода doRegister будет информация о JSON с примером вызова его. То есть будет вот такой вот запрос в виде JSON формата и ответ на него, как он должен выглядеть. Не всегда есть хорошая документация для REST-запросов, поэтому всегда трясем своего разработчика, чтобы они предоставили вам тестовые данные, примеры запросов, примеры ответов, на основании которых вы будете проводить тестирование. Не стесняемся, коммуникация наша все. Также есть схемы наподобие VSDL-ки и для JSON, для REST. Но они не обязательны, поэтому обычно этим грешат и поступаются, и не пишут такие вадлы. Так что, опять же, вся надежда просто на хорошие отношения вас и разработчика, и налаживании процесса внутри вашей команды для передачи информации, которая необходима вам для тестирования. Прежде чем мы перейдем непосредственно к тестированию с помощью Postman, давайте еще поговорим буквально немного о методах. Когда-то очень давно в начале блока тестирования веб-приложений я обещал вам о том, что расскажу о методах, чем они отличаются между собой, вообще что это такое. Метод — это тип HTTP запроса, который указывает серверу на то, какое действие мы хотим произвести с ресурсом. То есть вы можете встретить такие формулировки, как HTTP метод и тип HTTP запроса. Это то же самое. Существует 4 основных видов методов. Это get, post, put и delete. На что направлены эти методы? Метод get, в принципе, по названию уже понятно, что направлен на то, чтобы получить информацию от нашего сервера. Метод post обычно служит для добавления информации на наш ресурс. Например, если мы хотим загрузить какую-то музыку, либо же ввести пароль и логин в поля ввода и отправить их на сервер, либо же загрузить какой-то текст на наш сервер. То есть для этого служит post. Также есть put. По классике put служит для того, чтобы заменить какую-то информацию, изменить ее на сервере. И метод delete, который, опять же, по своему громкому названию служит для удаления данной информации. Также в разных источниках пишут о том, что метод post может также отвечать за изменение информации, как и метод put, либо же даже для удаления информации. Метод put также может использоваться для добавления информации. То есть, опять же, все будет зависеть от того, как разработчики решат использовать данные методы, потому что можно создавать также свои кастомные методы, которые будут выполнять какие-либо функции. Но что вам нужно знать еще о методах, что методы отвечают за так называемые CRUD-операции, либо CRUD-операции. Вы будете очень часто встречать в тестировании именно эту аббревиатуру. И что значит CRUD? То есть это Create, Read, Update, Delete. Обычно всегда, когда мы что-либо тестируем, мы должны рассматривать наш объект тестирования с точки зрения этих 4 действий. Как пример, можно привести различные разрешения, пермишины. К примеру, у вас есть какой-то рядовой пользователь, у которого есть права только на чтение. Есть модератор, который может изменять какие-то данные в вашей системе. Есть
К примеру, еще какой-нибудь супер-юзер, который обладает способностью создавать что-то в системе, опять же, читать это, апдейтить. И, например, есть администратор, который может выполнять все эти 4 действия одновременно. И всегда мы должны использовать различные комбинации вот этих 4 методов, 4 операций. Это чтобы вы на будущее не пугались, когда встретите такую формулировку. И здесь, видите, в скобках я специально написал про каждый метод, что он может делать с точки зрения крут операций. То есть get — это просто чтение, post в зависимости от источника и вашего разработчика может отвечать за создание, update и delete какой-либо информации. Put — это создание либо же изменение, и delete — это чисто удаление какой-либо информации. Также очень часто на собеседованиях спрашивают, чем отличаются между собой get и post методы. Поэтому вам нужно обязательно это запомнить. Get метод очень легко обнаружить и идентифицировать, так как get метод всегда это наша адресная строка. То есть то, что мы пишем в адресную строку, мы хотим получить какую-то информацию в сети интернет. И там мы можем ввести какие-то параметры, которые нас интересуют. То есть всегда обращаем внимание на адресную строку. Get — адресная строка. И в отличие от метода post, у get нету тела запроса. То есть мы не можем с помощью get какую-то информацию загрузить. В теле запроса у нас, как я уже рассказывал раньше, может быть различный payload, различная полезная нагрузка. То есть это текст, музыка, код, все что угодно может содержаться в теле запроса. И именно это загружается на наш сервер. Поэтому у поста есть тело запроса, у get его нету. У get запросов, как я сказал, всегда есть параметры, которые содержатся в адресной строке. Get ограничен длиной адресной строки, тоже вам необходимо об этом помнить. И, в принципе, всегда можно протестировать это. То есть, если вы знаете, что у вас есть ограничения, то вы можете ввести количество символов в get-запросе и посмотреть, как себя будет вести система. Будет ли она выдавать какую-то ошибку, будет ли вообще обрабатываться данный запрос. Get кэшируется на стороне клиента, тоже об этом нужно помнить, что данные из get-запросов попадают в кэш. И так как get — это, по сути, наша адресная строка, то его всегда можно сохранить в закладку в нашем браузере. То есть, помня вот об этих отличиях, можно успешно ответить на данный вопрос, когда вам зададут, чем отличаются get и post запросы. У меня спрашивали на моих первых собеседованиях это почти каждый раз. Поэтому обратите обязательно на это внимание. Если нужно, перемотайте назад, запишите себе, чем отличаются get и post запросы, либо же найдите просто информацию в интернете в виде табличек сравнительных. Они есть на многих ресурсах. И также почитайте вообще про другие методы, кроме этих 4 основных. Чем они отличаются? Сразу скажу вам, что обратите внимание на такой метод, как option. Специально не буду рассказывать вам, за что он отвечает, но, в принципе, он тоже интересен. И даже когда у вас, например, спросят, какие методы вы знаете, если вы назовете больше этих 4, это уже большой плюс к успешному прохождению вашего собеседования. Поговорили с вами немножко о методах, давайте вернемся к нашим баранам, к нашему Postman. И сразу же вы видите, что у нас есть метод get. Когда вы сюда нажимаете, то здесь можно увидеть огромное количество методов, которые есть по умолчанию. Вот наши 4 основных — это get, post, put и delete. И есть вот другие отличные от них. Options, про которые я уже упоминал, тоже обязательно про него прочитайте. И если интересно, можно изучить другие методы, которые здесь есть. Но опять же, я бы вам не советовал сильно углубляться в эту тему, потому что методы могут придумываться самими разработчиками, и они могут быть кастомными. Поэтому у каждой компании они могут быть разными. Давайте с вами вернемся к нашему конфликсу. Сразу оговорюсь, так как мы будем загружать какую-то информацию о нашем пользователе, то мы будем использовать метод post. То есть, я думаю, это понятно. Мы не хотим найти какую-то информацию на нашем ресурсе, а добавить нового пользователя в нашу базу данных, в наш users bug-red. Что нам необходимо сделать для того, чтобы отправить запрос? Копируем наш
URL, который нам необходим. Он есть в документации. Выбираем метод post, как я уже сказал выше. И также вводим наш запрос. И так как он у нас в формате JSON, то нам необходимо загрузить его в body. То есть это наше body, которое мы отправляем на сервер. Выбираем row и выбираем здесь JSON. То есть мы можем теперь спокойно загружать этот JSON и отправлять информацию на сервер. Так как у нас уже есть такой пользователь на сайте, то есть мы можем в респонсе увидеть сообщение об ошибке. Но, как вы видите, система не очень хорошо доработана. По-хорошему здесь не должен быть статус-код 200 log, а другой статус-код, который бы говорил нам о том, что у нас какая-то ошибка. Давайте придумаем новый какой-нибудь mail, новое имя и пароль. И попробуем отправить. Отправляем, все прошло успешно. 200-й статус-код, наш пользователь создан. И давайте зайдем в систему, обновим страницу. Да, все хорошо, то есть у нас есть наш пользователь, FIO, автор уже REST и дата изменения. И мы можем с вами проверить также это с помощью авторизации на наш сайт. Скопируем наш пароль. Все отлично, мы с вами зашли в систему, такой пользователь создан, мы можем с ним дальше работать. Также можете обратить внимание, что здесь есть информация, которую мы не отправляли в нашем запросе, например, там дата рождения, гендер, хобби, то есть мы это также тоже сюда не отправляли. Опять же, это можно сделать с помощью каких-либо других методов. Также мы это все можем провернуть не с помощью нашего JSON, который у нас был в примере, а с помощью просто ввода пар ключ значения. Для этого мы запоминаем, какие у нас параметры обязательные, какие у них типы. То есть это 3 параметра. Заходим в Postman, выбираем вкладку Params, вводим эти 3 параметра и отправляем. Как видите, у нас все отправилось, и параметры у нас появились непосредственно в нашем запросе в URL. Можем проверить это опять же на самом ресурсе. Подтянулся наш mail, FIO, автор. Ну и опять же по той же нашей системе вылогиниваемся и обратно совершаем авторизацию. Проверяем, что да, действительно такой пользователь был создан. Это если вкратце о Postman, о том, как мы можем с ним работать. То есть с другими методами сложности у вас тоже не должно возникнуть. То есть просто выбираем метод и таким же образом отправляем наши запросы. Опять же, комбинируем различные тестовые случаи, то есть удаляем какие-то обязательные параметры, удаляем, оставляем поля пустыми, меняем их местами, то есть все смотрим, как это может быть. Думаю, что этого вам будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем разобрать все методы, которые есть в Confluence для UsersBackRed. То есть это будет ваше первое домашнее задание, которое я анонсирую на данном, скажем так, курсе. Проходим все вот эти методы, как в SOAP, так и в REST, то есть в SAP UI и в Postman. И отмечаемся в комментариях, все ли у вас получилось, не возникли ли какие-либо у вас вопросы. Что еще хотелось бы вам рассказать о полезных ссылках и ресурсах, которые могут вам помочь в освоении и тестировании API. Опять же, возвращаемся к нашему любимому TestBase, про который я вам рассказывал. Опять же, ссылку я оставлю в описании. Здесь есть различная информация о бактрекерах, на которых вы можете потренироваться и вспомнить тему, посвященную бактрекинговой системе.
Jira и оформлению баг-репортов и отчетов о дефектах. Системы хранения тестов, опять же, можно здесь потыкать, посмотреть. TestLink, например, бесплатная. Где потестировать API? Здесь есть бесплатные сайты с тестовыми API, где можно их подергать. Тоже RegressIn, очень популярный ресурс. Более полноценные системы, опять же, это те, которые были разработаны либо непосредственно Ольгой и ее командой, либо же они просто есть, тоже были когда-то разработаны. То есть это Users, та система, которую я вам уже сегодня показывал, Shop и Swagger. SQL мы с вами подергаем как-нибудь потом, уже совсем скоро. Еще есть тест-дизайн, то есть тут есть тренажеры, которые также можно посмотреть. Вот треугольник, например, интересный тренажер по одному из самых популярных вопросов на собеседовании. Но не скажу, что он самый популярный, у меня, например, его не спрашивали. Также можем перейти и все это пощелкать, потренироваться. Еще есть такой интересный ресурс, как Swapy. Здесь хранится информация о киновселенной Star Wars. И можно также с помощью API потестировать, находить информацию о различных персонажах, которые были в этой киносаге. То есть можно все это здесь очень интересно посмотреть. Планеты, оружие, существа. То есть очень интересно для тех, кто когда-то был фанатом, либо до сих пор является Star Wars. И опять же, по API есть огромное количество различных тренажеров. Например, есть в открытом доступе API социальной сети ВКонтакте. То есть вы можете спокойно найти ее документацию по этой API и также отправлять какие-то запросы. То есть там, скорее всего, будут какие-то авторизации с помощью токенов. Я не баловался с этим, но знаю, что точно это есть. И у других каких-то ресурсов тоже есть API, то есть все это можно посмотреть. Также рекомендую, если у вас есть возможность финансовая, к примеру, либо же если вы проявите смекалку и поищете на различных ресурсах такой курс, как тестирование API от Ольги Назиной, я думаю, вам он понравится и пригодится, потому что она там достаточно подробно рассказывает про APIs, вот как раз-таки на этом ресурсе Users, рассказывает про автоматизацию с помощью API. То есть он достаточно подробный и подходит как для начинающих тестировщиков, так и для продолжающих, что очень советую. Опять же, не на правах рекламы, а просто потому, что курс-то неплохой. И давайте поговорим о последнем блоке в рамках нашего занятия. Это как вообще писать тест-кейсы для тестирования API, что мы должны там учитывать. И я вам покажу пример такого тест-кейса. Начнем с плана работы. Он стандартный, как и для любого тестирования, любой фичи. Сначала мы изучаем требования, либо же пишем их, если их нет. Затем на основании этих требований пишем наши тест-кейсы и, конечно же, тестируем. Требования — это непосредственно наша документация, это вадлы, VSDL-ки, примеры наших запросов, примеры ответов, которые вы можете получить у разработчика. Кейсы мы пишем на основании, опять же, этой документации, то есть ничего сложного, опять включаем техники тест-дизайна для этого. Ну и про тестинг мы с вами уже поговорили чуть раньше на этом уроке с помощью SAP UI, либо же с помощью Postman. Также в SAP UI можно тестировать и REST-запросы, так же, как и в Postman можно тестировать REST-запросы. То есть это уже на более углубленном уровне. Если вам интересно, можете найти информацию в интернете, либо же самостоятельно поэксплорить, так сказать, данные тулы. Требования, входные данные. Какие параметры и атрибуты есть у сервиса? Это, например, если у нас есть VSDL, мы можем там посмотреть. И, опять же, как я говорил несколько раз сегодня на уроке, это образцы запросов, которые мы можем попросить у девелопера. Какие тест-кейсы? Разделяем их на три наших основных. Это Small, Critical Path и Extended. О всех этих типах тестирования и тестах я уже говорил на занятиях раньше, поэтому не буду повторяться. Если вам интересно, то сейчас ссылка появится вверху, вы можете перейти и изучить, освежить эту информацию.
Что касается smoke, то это один request на метод. Critical pass — это все валидные вообще реквесты, которые мы можем придумать для нашего метода и методов. И extended — это все невалидные, некорректные наши какие-либо запросы. Какие же есть специфические тесты для веб-сервисов и для наших запросов? Как я уже говорил, мы можем отправлять в параметрах какие-то пустые значения, посмотреть, как ведет себя система. Она должна выдавать ошибки, если это значение обязательное. Если же это значение не обязательное, то допустимо, чтобы ошибок не было, если это оговорено в требованиях. Можем пробовать отправлять в тех же самых JSON, например, комментарии. Комментарии, если вы интересуетесь программированием, то это такие строки, которые оформляются, либо же заключаются в несколько слэшей, либо оформляются звездочками, и они не воспринимаются нашей системой как исполняемый код. То есть это просто какие-то заметки, потому что у нас написано в нашем коде продукта. То есть можем попробовать отправлять такие комментарии внутри наших JSON, к примеру, либо же в XML, и посмотреть, как ведет себя система, не воспринимает ли она их как исполняемый код. Валидность ответов согласно схеме. При наличии, что имеется в виду под схемой, это наши VSDL и вадлы. Как я уже сказал, просто открываем наш VSDL в SAP UI при создании нового проекта и начинаем тестировать. То есть вводим в эти параметры, в эти наши теги информацию, которую мы передаем на сервер, и смотрим, как сервер ее воспринимает, какие нам статус-коды возвращает, к примеру, и ответы. Проверки с обязательными и необязательными атрибутами, опять же, как я уже говорил, чуть выше смотрим, что у нас required и mandatory обязательно должно отправляться в запросе, опять же, как себя ведет система. Проверки с дополнительными и недопустимыми значениями. Опять же, добавляем какие-то параметры, которые у нас не указаны в тестовой документации, либо же в примерах наших запросов, смотрим, как ведет себя система. Либо же, если у нас, например, указан, что у нас в параметрах числовой тип, а мы пишем буквы, то система тоже должна ругнуться и выдать нам неправильный ответ. Не система, а сервер. Различные типы данных вместо строки числа, вот эти вещи между собой сопоставимы. Дубликаты атрибутов, элементов. Берем наш элемент, к примеру, паспорт, копируем его несколько раз, отправляем, смотрим, как ведет себя система. Порядок атрибутов элементов. Если у нас задан четкий порядок, и мы, например, его нарушаем, то, опять же, система должна ругаться. Сервер должен прислать нам какой-то статус-код о том, что не была обработана наша информация, которую мы отправляем на сервер. Играемся с длинными строк и чисел и невалидные данные. Я говорил о невалидных данных с точки зрения синтаксиса JSON и XML на прошлом занятии. Там достаточно много информации, поэтому, опять же, переходим к прошлому занятию, изучаем. Если вы вдруг, например, даже открыли это занятие до того, как узнали о теории с точки зрения тестирования веб-сервисов, то тоже изучаем эту информацию. Это то, что касается наших запросов. И то, что касается ответов, как я уже сказал, мы смотрим статус-код, смотрим тело ответа и какой текст ошибок нам приходит. Опять же, если у нас в документации прописано, что должен прийти определенный статус-код и определенный текст ошибок, и они не совпадают, то этот баг мы заводим в систему. И, как я и обещал, пример нашего тест-кейса. То есть он создается по тому же принципу, как и обычные наши тест-кейсы. Это summary, наше название, заголовок. Это priority, то есть порядок исполнения этих тест-кейсов. Тест-type, здесь у нас регрессия и автоматизация. Наши шаги, то есть мы запускаем REST request, наш запрос, такой-то метод, URI, который позволяет нам этот метод запустить, хедеры, которые у нас содержатся в нашем запросе, и body, то есть здесь уже в формате JSON прописано, что мы отправляем на сервер. И также прописан expected result в виде нашего респонса,
то есть body от респонса. И то, что вот такая вот группа с таким-то ID должна была быть создана. И обязательно, как я и говорил, проверяем это на UI, то есть переходим по нашему URL и проверяем, что действительно данная группа была создана. То есть вот так вот выглядят наши тест-кейсы. Ничего сложного, стандартно, просто в наших шагах указываем для запросов те данные, которые мы отправляем. Для результатов expected мы записываем сюда уже наши информации о базе, что мы должны получить вообще от нашего сервера. И в таком русле оформляем наши тест-кейсы в наших системах, которые позволяют их сохранять. То же самое и с багами, то есть шаги воспроизведения, прикладываем на, если что-то пошло не так, к примеру, пришел неверный ответ от сервера, прикладываем этот JSON уже непосредственно к нашему баг-репорту, и уже разработчик будет работать с ним. Вот такой длинный урок у нас получился, немножко больше, чем я планировал, так как хочется вам рассказать много об этой теме. Если вам интересно узнать, как работать с Postman, как работать с SOAP UI на более углубленном уровне, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Я думаю, что после того, как я закончу записывать основной курс «Тестировщик с нуля», я начну разбирать какие-то вещи более подробно, какие-то тулы, для того, чтобы вы могли уже изучать их на уровне не просто начинающего тестировщика, а, возможно, продолжающего. И надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Тоже касается и других тулов, которые очень часто упоминают в комментариях к моим видео. К примеру, тот же самый Git, либо же Jenkins, либо же, не знаю, Docker. Я на самом деле не так часто сталкивался в своей работе с некоторыми такими специфическими тулами. То есть на первом месте работы я пользовался только бэктрекингом в основном и тестировал все с точки зрения UI, поэтому у меня нет такой хорошей экспертизы по данным тулам. Но вот сейчас на новом месте работы я уже потихоньку начинаю ее получать, так как на новом месте работы мы это используем. Поэтому я думаю, что на момент того, когда выйдет в свет уже последний урок по тестированию с нуля, я начну записывать для вас видео, как вы просите, о практических аспектах различных тулов. Но думаю, что какие-то базовые вещи я смогу рассказать вам еще до этого. Поэтому обязательно пишите все, что вас интересует. Я создаю контент-план на основании ваших запросов. То есть вот вы хотели узнать что-то по тестированию API, я подготовил такое занятие. Вы хотите узнать что-то о Git, я обязательно тоже запишу для вас базовое занятие, расскажу о том, какие там есть репозитории, что такое ветки, как можно клонировать эти репозитории, как они вообще между собой взаимосвязаны и вообще для чего необходим Git с точки зрения девелопмента и даже тестирования. Поэтому подписывайтесь на данный канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А мы с вами увидимся совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!